Ребят, всем привет! Всем доброго времени суток! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю тематическое видео лайфхак по вашим просьбам. Часто просите поделиться какими-то нюансами, которые облегчат вашу жизнь, улучшат, сделают ее, знаете, качественно новой. При условии грамотного использования этих методов и взаимодействия с ними на постоянной основе. Чем хочу сегодня поделиться? Пишу это видео в канун новолуния. Оно у нас должно состояться 23 декабря 2022 года. Но то, что сегодня покажу, вы можете использовать и как входя в Новый год. И так, допустим, на новолуние в январе, которое состоится 21 числа. Или же непосредственно в день своего рождения. Когда у вас начинается ваш личный персональный год, начинается ваш соляр. О чем мы сегодня поговорим? Многие не делают на этом акцент, но очень важно прописать и грамотно спланировать свой год. Сейчас я не о деталях и не о нюансах планирования, вы это все сами знаете без меня. Я немножечко о других лайфхаках и вещах, которые настроят ваши энергии в правильное русло и помогут вам достигать желаемого. Итак, что же это? Очень важно грамотно и правильно прожить первые 12 дней после наступления года, как вашего персонального, так и года нового. Что это значит? Все мы знаем, что у нас существует 12 домов гороскопа. Каждый из домов отвечает за ту либо иную отрасль, сферу жизни. И что нам нужно сделать? Вот сейчас я это обозначу и в деталях вам расскажу. Берете блокнот, ежедневник, может быть листик с ручкой, как удобно. Мне пришел прекрасный ежедневник от Ники Кокориной. Я показываю в Инстаграм, делала подробный детальный рилс. Значит, что мы здесь делаем? Вы прописываете себе первоначально глобальные планы на весь год. То есть начинаем с основных моментов, потом вы уже будете вписывать какие-то мелочи, нюансы и детали поэтапно на каждый месяц, учитывая лунный календарь. Запомните, на растущую луну, если нет циклов ретро-Меркурия, ретро-Марса или, может быть, там ретро-Венеры, вы начинаете что-то новое. На убывающую луну вы стараетесь от всего избавиться, от негативного, плохого, себя отжившего, ненужного. На период луны без курса стараетесь, не то чтобы просто плыть по течению, жить спокойно, но делать свои стандартные бытовые дела, бытовые нюансы. Итак, что же мы прописываем? Можете себе записать здесь, можете непосредственно взять, учитывая все моменты, все нюансы, и записать это, как говорю, на месяц. Допустим, сейчас объясню вам по ситуации. Если мы будем брать во внимание, это, конечно же, календарь у нас на январь, потому что это уже ежедневник следующего года, но если брать декабрь, вот в декабре у нас 23 числа будет новолуние. Соответственно, мы считаем 12 дней после этого дня. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. То есть, по сути, вам нужно будет составить план действий по 4 января. Здесь не все так просто, потому что, понятно, то, что мы сейчас будем прописывать и с вами помечать, в новогодние праздники не совсем удобно, не всегда это получается, но возьмите себе на вооружение. Если не получится это сделать с 23 декабря, почему я конкретно говорю на этот период? Потому что растущая луна, новая луна, то есть в Новый год вы уже по сути войдете с новым циклом. Если по ряду причин у вас это не получается, то вы можете ситуацию повторить с 21 января 2023 года и также себе прописать план действий, отсчитая 12 дней, или от момента вашего дня рождения. Допустим, родились вы 1 января, со следующего дня вы отсчитываете 12 дней, потому что очень важно именно правильно эти первые 12 дней вашего личного персонального года прожить корректно. То есть, по сути, вы можете эту ситуацию даже в течение года повторить дважды. Например, начало года и второй момент, если у вас там день рождения, я утрированно, апрель, май, июнь, да хоть и в феврале, вы эту процедуру повторяете. Итак, что же она из себя представляет? Записывайте себе помечайте. Допустим, вы родились 1 числа. На второй день после вашего дня рождения или после начала года. Что вы делаете? Себе можете прям сесть и это все поэтапно по дням расписать.
Первый день у нас отвечает за первый дом. Это у нас самосознание, это ваш внешний вид, это манера поведения, это физическое тело. То есть ваша задача в обязательном порядке, как я говорю, побаловать себя и свое собственное тело. То есть, если есть таковая возможность, ресурсы, либо в домашней атмосфере заняться какими-то масками, спа, если запланировано и вдруг мастера работают в этот день, или вы где-то находитесь на отдыхе, то это пойти в спа, пойти в салон красоты, это купить какие-то обновки, потому что здесь акцент на то, что вы знаете, как укрепляете свой имидж, улучшаете свою внешность, вы привносите новые энергии в вашу жизнь, и тем делом, таким вот способом вы притягиваете молодость, красоту, ну и благосостояние, что немаловажно. Поэтому вот прям берете себе и прописываете. Ну, допустим, хорошо, мы не будем с вами брать период с 23 декабря. Я понимаю, что не у всех может получиться. А вот, например, период с 21 января. То есть у нас здесь происходит новолуние. Вот мы с вами начинаем. Пишите себе. Вот, на следующий день вы начинаете делать какие-то косметические бьюти там процедуры. То есть либо покупаете что-то себе прекрасное в гардероб, если давно к этому стремились. На второй день. На второй день, второй дом, у нас дом заработка, денег, талантов, ваших ресурсов, вашего мастерства, умения эти ресурсы накапливать. Поэтому вы должны сформулировать свои цели по новым видам доходов. Как вы будете упорядочивать свои финансы. Ну и самое главное, на второй день вот этого нашего, скажем так, ритуала, вы никому не даете деньги в долг и сами ни у кого не занимаете, не берете. Ну и вообще очень важно порадовать свою наличность новым домиком. То есть, иными словами, я понимаю, что вряд ли кто-то сейчас уже носит наличные деньги. В большинстве своем все привыкли там рассчитываться уже привязанными картами к телефонам, либо наличие карт. Но я не знаю, для девушек, если не носите кошелек, это новая сумка. Для мужчин, возможно, новый портмоне. Или в чем вы сейчас там носите карты, как у вас принято, может быть, какая-то визитница, карточница. Подумайте об этом, потому что это вопрос вашего благосостояния. Дальше, третий день. Это у нас день общения, средства коммуникации, поездок, транспорта, интеллектуальных видов деятельности, учебы, взаимодействия с родными братьями и сестрами, а также какое-то краткосрочное обучение, ну там курсы, допустим, коммуникация, какие-то коротенькие мастер-классы, чему вы будете учиться. Ну, соответственно, здесь прописывайте себе эти моменты, что вот, допустим, последующий день, вот, учеба, либо провести время в кругу друзей, братьев, сестер, провести его весело, провести его, знаете, налегке. Если вы по ряду причин, ну, допустим, вы находитесь где-то на отдыхе, и сейчас там не до веселья с братьями, сестрами, либо там в командировке, у каждого свои обстоятельства могут быть, то вы прописываете в своем ежедневнике, в своем блокноте на ближайший год, чему вы хотели бы научиться, какие, возможно, гаджеты или авто хотели бы приобрести. Кстати, подключайте сюда, можете в эти дни, помимо блокнота и прописанных целей, целеполагания, создавать для себя плакат визуализации, картину визуализации. Я в первом комментарии прикреплю видео, как это делать, какие аспекты нужно учитывать, возможно, для вас это будет полезно. Я понимаю, что многие сейчас напишут, все это чушь, все это не работает. Ребят, если это прокачивать, все это работает. И опять же, ваш подход и ваш настрой, как вы делаете, соблюдаете ли вы все моменты. То есть вопросы новолуния, потому что все новое начало вы должны делать на новый лунный цикл. Если это вы сделали тогда, когда вам вздумалось, или у вас появилось время, и делаете это без души, без воодушевления, без любви, поверьте, ничего к вам не придет и ничего у вас не получится. Поэтому прописывайте все эти нюансы, гаджеты, авто, курсы. Может быть, вы хотели пройти семинар или поехать кому-то на мастер-класс. Пропишите себе. Можете даже там сфотографировать или из интернета фото распечатать, допустим, того лектора или человека, с которым вы хотели бы общаться, у которого хотели бы учиться, и там наклейте себе в блокнот или в плакат визуализации. И внимательно следите за вашими словами. Нужно избегать агрессии в общении.
И, в принципе, стараться этот день провести в веселой компании. В идеале, конечно, братья и сестры или в связке с доброжелательными соседями. Но если таковой возможности нет, что ж, пусть хотя бы пропишите, если будет такая возможность. Так, 4-й дом. У нас 4-й дом, как мы знаем, дом родителей. Родителей, семьи, дом рода, дом недвижимости. Но вы, как следствие, для себя должны взять и прописать эти цели. Допустим, если у вас нет своей недвижимости, и пока ресурсы не располагают, пока нет возможностей, то есть вы должны вложить свои эмоции, свой потенциал, прописать, нарисовать или там, наклеить дом мечты, в котором вы хотели бы жить, где он должен находиться. Если даже нет у вас возможности, я понимаю, что у всех разные жизненные условия, но нет возможности сейчас там вырезать фотографию, либо какую-то должен найти. Напишите от души, как он должен выглядеть, каким он должен быть, как вы себе его представляете. Ну и в принципе в этот день нужно гармонизировать сферу общения с вашими близкими. Это должна быть забота о семье, о ваших домочадцах. Если у вас нет даже ресурсов, но вы мечтаете, можете даже прописать детали ремонта, запланировать ремонт, да, или просто момент улучшения жилищных условий. Как вы, допустим, из одного жилья переезжаете в другое, там у вас расширение, либо новые возможности. Или если были какие-то конфликты с соседями, то прописывайте, как это проработать, как от этого избавиться. Вопрос энергии, которую вы вкладываете в момент написания, это одна из самых важных и главных задач, потому что это как запечатывать свое желание. Еще раз повторюсь, вы можете в это верить, можете не верить, но вот те, кто стараются это практиковать и понимают, насколько это важно, и видят после этого результаты, как это работает, как это дает эффект, в этом больше не сомневаются. Поэтому пишите, старайтесь это делать в одиночестве, после хороших эмоций. Вы, допустим, пообщались с хорошим человеком, провели классное время или посмотрели хороший любимый фильм. То есть, знаете, вы в таком на эмоциональном подъеме. И вот с душой, с любовью пишите о всех ваших желаниях вот поэтапно каждый день. Вот вы должны прописать себе каждый день, если вы пока этим не владеете, у вас пока, допустим, этого нет в наличии. Если же вы делаете плакат визуализации вот сразу все сферы, то желательно это сделать в первый лунный день. А вот поэтапно прописывать, пожалуйста, у вас впереди 12 дней. Дальше, 5-й день. У нас это развлечения, игры, творчество, хобби, азарт, удовольствие. Вообще, конечно, 5-й дом у нас дом детей, дом любовников. Как знать, если вам этого в жизни не хватает, можете себе закорректировать либо появление детей, либо обретение партнера, с которым, возможно, вы будете идти по жизни, если вам кого-то не хватает. Но это партнеры, как я говорю, скороспелого характера, то есть не факт, что они могут задержаться в вашей жизни, но тем не менее принесут какие-то изменения, добавят вам каких-то ярких красок. Но если же это хобби и реализация, вы не знаете, в чем себя найти, как себя реализовать. То есть, видите, можете добавлять ко всему еще аркан. Я вам покажу потом на колоде, как мы еще делаем и закрываем колоду на эти 12 дней. Но вот основной момент вы должны вложить энергию, то есть визуализировать. Хотели увлекаться игрой на гитаре, или прописываете, или вырезаете фото и себе, как говорю, в блокнот. Или заранее это продумываете и прорисовываете, либо наклеиваете фото в плакате визуализации. Следующий момент, что мы с вами смотрим. 6-й день. 6-й день, 6-й дом. Это у нас работа, коллеги, здоровье. Это домашние животные. Так вот, здесь самое время подумать о своем здоровье. О том, как его укрепить. Либо на какие-то процедуры сходить, пусть это будет массаж, йога, или начать заниматься с тренером. То есть любые аспекты, которые почувствовать себя лучше, позволят вам, знаете, как раскрепоститься, улучшить состояние здоровья. Может, для кого-то это будет детокс или очищение, вот знаете, как перерождение своего рода. Почему бы и нет? Или сесть на диету. Опять же, с точки зрения работы, если, допустим, вы сейчас не имеете ту работу, которая бы вам нравилась, или нет работы вовсе, то вы должны прописать себе, какую работу вы хотите. То есть написать о работе мечты, или, может быть, ваш бизнес. Прописать ситуацию подспудно о коллективе мечты. Если вы хотите такое создать, такой себе ищете, к такому стремитесь, или хотите в таковом работать. Опять же, если есть домашние любимцы,
Постарайтесь в этот день больше с ними общаться, играть, напитываться от них энергией. И, конечно же, их побаловать, потому что своего рода в этот день они дополнительно вам дают свою энергию и становятся вашими ангелами-хранителями. Как бы это странно не прозвучало, но здесь действительно подспудно ваши домашние питомцы вас будут охранять, поэтому это тоже очень важно. 7-й дом, 7-й день – это дом партнеров по браку, по бизнесу, друзей. Но чаще всего, конечно, это деловое либо личное сотрудничество. Поэтому, если у вас пока еще нет партнера или партнерши мечты, вы себе визуализируете, вы себе прописываете в деталях, как должен выглядеть, допустим, ваш партнер или партнерша, все, там рост, вес, возраст, мировоззрение, религия, еще какие-то моменты, все в деталях, в красках. Если таковой партнер у вас уже есть, то провести этот день с ним. Это должен быть какой-то романтический период, чтобы, знаете, именно весь день вы посвятили друг другу. Ну, насколько у вас это возможно в плане ваших временных ресурсов. Потому что я понимаю, кто-то работает, у кого-то свои там другие задачи. Но это скрепит ваш союз. Если вы находитесь в треугольниках, и для вас эта ситуация болезненная, вы хотите что-то исправить, то вы прописываете, каковым вы видите свое будущее с этим партнером или без этого. Если вы хотите себе нового партнера или партнершу, то прописывайте опять же в деталях, каковой вы видите или каковым. 8-й дом, 8-й день. Это у нас вообще сам по себе дом смерти, трансформации, дом чужих денег, риска, экстрима, эзотерики. Так вот, в этот день, как бы ни странно это не было, но старайтесь не рисковать, не делать каких-то серьезных ставок, не заниматься экстремальными видами спорта, потому что может быть не совсем приятная отдача. Но хорошо бы в этот день напитаться энергией больших денег. То есть, допустим, я, конечно, не знаю, насколько это возможно, пойти в казино и не поиграть, но то есть это должен быть банк, это должен быть казино, это должны быть какие-то, может быть, фондовые биржи, на которые вы можете сходить их посетить. То есть места хранения больших денег. В идеале, конечно, если у вас есть такая возможность, это открыть депозит, либо положить куда-то деньги, проинвестировать куда-то деньги, где они будут работать. Ну и если вдруг у вас были долговые обязательства, идеально будет, если в этот день будете закрывать кредиты или просто возвращать долги. Помимо всего прочего, 8-й день мы всегда избавляемся от всего ненужного и себя отжившего. То есть, как правило, начинаем там генералить, убирать, перебирать старые вещи, отдавать на благотворительность, либо выбрасывать. То есть избавляйтесь от всего хлама вокруг вас, в доме, в социуме, в отношениях, все то, что вам отравляет жизнь. Далее, 9-й день. День поездок, день далеких путешествий, отношений с иностранцами, высшего образования, юриспруденции, религии, веры. То есть здесь вы можете как изучать, допустим, для себя новую веру, так и просто отправиться в путешествие, weekend, или запланировать себе какую-то поездку, которую очень давно хотели. И помимо всего прочего, посетить, например, паломнические места, либо какие-то святыни. То знаете, как совместить приятное с полезным. Опять же, пообщаться в этот день с иностранцами, потому что для вас это открывает новые контакты, новые возможности, новые горизонты. Если стремились получить дополнительное высшее образование или просто высшее образование, но не было на него ресурсов, времени, прописать себе прямо в планере, в желаниях, на какую специальность вы хотели бы поступить, какой это университет, где он находится, то есть в деталях свои ощущения, как вы получаете удовольствие от учебы, от местонахождения и как вы впоследствии примените в жизни эти навыки, эти знания, эти качества. Но опять же, если вы стремились найти себе партнершу, партнера иностранца, этот день благоприятен даже в плане знакомств на сайтах знакомств. Велика вероятность встретить того, кого вы хотите, именно, говорю, по судьбе. 10-й день. 10-й дом – это карьера, это социальная и профессиональная реализация. Это вообще на самом деле такой прекрасный период заняться своими амбициями, разрабатывать стратегии, тактики, формулировать свои устремления, ну и, в принципе, делать какие-то реальные шаги на пути к вашим карьерным успехам. Но поскольку 10-й дом у нас дом изменения статуса, у кого-то будет вопрос ребром. Ну, то есть
давай распишемся, может быть, давай разведемся, или давай поменяем свой статус, станем родителями. То есть здесь это поднимать вопрос о вашем социальном статусе и о переменах. Это как прислушаться к себе, услышать себя и, может быть, услышать вашего партнера или партнершу. Еще вот так. 11-й день. 11-й день – это друзья, это покровители, это дом мечты, исполнение желаний, это дом общественной деятельности, это новые технологии. Поэтому здесь, в первую очередь, друзья, еще раз друзья, общаться с друзьями, с покровителями, может быть, с инвесторами, если у кого-то таковые есть, сделать что-то неожиданное. Может быть, устроить какую-то вечеринку, запустить с друзьями нетривиальный челлендж, марафон исполнения желаний. Кстати, 11-й день, у нас еще день, почему идет исполнение желаний, это получение важной и значимой информации. Поэтому здесь можете обратиться к астрологу, к тарологу, к рунологу, то есть к любому эзотерику, который даст вам ответы на ваши вопросы. Либо самостоятельно погрузиться, если не было времени, не было желания, знаете, то самое время окунуться. Опять же, если вы боялись каких-то инноваций, новых технологий, боялись что-то освоить, какие-то компьютерные программы, какие-то штучки, какие-то новинки, то есть действовать и впитывать в себя как губка всю эту информацию, все эти возможности. И самое главное, верить в себя, в свою мечту, потому что это очень важно. Знаете, как транслируя энергию вашей мечты, вашего заветного желания, кстати, можете его прописать тоже в дневнике, ваше информационное биополе будет считываться другими людьми, и они вам будут так помогать, содействовать в достижении желаемого, как бы это странно ни прозвучало. Но 12-й день – это у нас внутренняя сторона жизни, это духовность, это психологизм, это тайны, уединение. Желательно этот день посвятить отдыху, легкости, медитации, размышлениям, подведению итогов прошедшего года и планирования нового. Здесь не просто как плыть по течению, наслаждаться жизнью, но при этом планировать свой путь. Помимо всего прочего, очень успешный день для того, чтобы просить помощи у высших сил. Можете обращаться к вашим ангелам, архангелам, либо к помощникам вашего эгрегора, либо, знаете, как к вашему роду, просить о поддержке, о защите, о том, чтобы направили, в чем-либо помогли. Ну и в целом вы можете взять себе на эти 12 дней, разложить 12 арканов, хоть на оракуле, хоть на колоде, для того, чтобы посмотреть не с позиции энергии дня, а чем вам, как рекомендовано заняться в эти дни и как провести это время. То есть, что у вас будет стоять на повестке дня, на что нужно будет уделить особое внимание. Ну, допустим, давайте. Это я вам сейчас моделирую. Кстати, звезда была на дне колоды и почему-то опять вышла. Так. Я сейчас объясню, о чем тут идет речь. Смотрим. Вот сейчас я объясню на банальных примерах, да, чем нужно вам будет заняться в течение этих 12 дней. Это все, конечно, выкладывается индивидуально. Вы можете разложить сами себе. Вы можете обратиться к какому-либо практику. Вы можете записаться, допустим, ко мне на консультацию. Мы с вами сделаем такой мини-тезисный расклад. Итак, смотрим. Вот, допустим, первый день. Выпала звезда. Звезда – это сиять. Это быть в центре внимания. Звезда – это всегда у нас карта фэшн, то есть это изменение имиджа, изменение, допустим, внешнего вида. Это могут быть какие-то мезотоки, это процедуры, направленные на омоложение, на молодость, на красоту. Это очищение, это детокс-программа, потому что, видите, выливает. И это может быть еще, помимо всего прочего, очищение энергетическое, то есть если были здесь какие-то деструктивные программы, то есть это делать какие-то первые шаги или действия, то есть не сами чистки, потому что чистки мы делаем на убывающую луну, но как готовиться к этому процессу. Далее, например, второй день, дом денег.
дом наших ресурсов, талантов. По королю жезлов, опять же, протекция, возможности, инвестиции, которые дадут большие результаты. И, в принципе, взаимодействие с таковым человеком, который может помочь, подсказать, поддержать, оказать, знаете, как пролоббировать ваши интересы. Дальше. Третий дом, как мы знаем, у нас там это и братья, и сестры, и какие-то краткие курсы обучения. И помимо всего прочего, третий дом у нас отвечает за общение, коммуникацию, прочие вещи. Но здесь, вот поскольку падает жрица, это, конечно же, учеба. Познавать тайное, познавать сокрытое. Но если человек хотел пройти какие-то курсы, мастер-классы, то есть самое время. Опять же, четвертый дом. Дом, семья, недвижимость, решение споров, конфликтных ситуаций. Королева мечей. Здесь это акцент или подготовка к оформлению чего-то юридически. То есть прописаться, выписаться, заняться документами по перепланировке или восстановление документов по недвижимости, или там написать доверенность на родственника. Ну, то есть тут какие-то такие вот аспекты, которые вы длительный период откладывали в долгий ящик, рука не поднималась, но вот теперь нужно будет этим заняться. Или, опять же, королева мечей – это прояснение ситуации, внести ясность, если были какие-то конфликты или недомолвки. Так, пятый день. Развлечения, игры, творчество, хобби, дети, азарт, удовольствие, любовники. По восьмерке чаш. Здесь это, в принципе, видите, она с саквояжем. Возможно, отправиться в какое-то место, где развлечения, игры, может быть, в кинотеатр даже съездить, потому что здесь у нее легкая дорога. Видите, опять же, саквояж. Может быть, какой-то пикник. Пикник. Или там поехать, ну, допустим, я не знаю, какой-то отель, в котором хотели побывать, просто за город хорошо провести время, заняться там хобби, там сесть, писать картину, или там почитать, или там провести время с семьей. Ну, тут больше вопрос поездки. Далее, шестой день. Шестой день у нас коммуникация, здоровье, работа. Тройка чаш. Ну, это оздоровительные какие-то процессы, связанные со здоровьем. Может быть, начать прием препаратов, БАДов. В плане работы это наладить рабочие взаимоотношения с коллегами, с руководством, особенно если с ними были какие-то, ну, скажем так, острые ситуации. Ну, и просто привести, знаете, как на легкой такой ноте время с коллегами. Дальше, седьмой день. Партнеры по браку и бизнесу. Ну, двойка чаш. Ну, думаю, дураку понятно, что если у вас есть вторая половина, провести этот день с вашей второй половиной, углубиться в это и насладиться ситуацией. Если вы на текущий момент свободны, это не повод отчаиваться, это брать кого-то из друзей, идти в какую-то компанию, потому что здесь двойка чаш – это, знаете, как найти в ком-то отдушину. Не с позиции кому-то вешаться на шею, не путайте. Но это карта, когда вы действительно очень классно провели время. И даже, может быть, в какой-то компании друзей познакомиться, найти себе вторую половину. Хорошо. Восьмой день. Трансформация, экстрим, риск, чужие деньги. Шестерка жезлов. Шестерка жезлов, ну, для кого-то это женитьба может быть экстримом тоже. Таким экстремальным решением. Но, с другой стороны, шестерка жезлов – это карта выгодных ставок, выгодных займов, подъема денег на каких-то таких быстрых заработках, легкие деньги, как это говорят. Ну и, в принципе, если вы хотели получить какую-то суду, кредит, вам здесь однозначно карта триумфа, победы, достижений, вы это получите. Так, девятый день. Дальние поездки, отношения, публикации, общение с иностранцами, высшее образование, юриспруденция. То есть заниматься этими вещами. Если вы собирались писать книгу, участвовать в каких-то конференциях, либо заниматься образовательными процессами, то это подбор вуза, больше, знаете, как подбор специалиста для решения каких-то вопросов. Если это общение с иностранцами, то это, знаете, как на какие-то общие интеллектуальные темы, которые будут крайне важны для вас. 10-й дом статуса, карьеры, социальной и профессиональной реализации. Колесница. Ну, здесь прорыв, движение вперед. И для многих это действительно поставить вопрос ребром. Если вы не знали, куда двигаются ваши отношения, движутся, стоит так хлыстнуть кнутом и задать это все-таки вектор движения, направление, куда мы движемся. То есть обозначить, ну и, возможно, подвести вашего партнера или партнершу под венец. Если с точки зрения карьеры, то это в этот день, говорю, поработайте как лошадь, потому что это вы увидите в дальнейшем результаты, потому что энергии этого дня будут способствовать вашему активному развитию в плане бизнеса,
плане карьеры, каких-то возможностей. То есть это день социального общения с руководством, бизнес-партнерами, с коллегами. Ну, это, знаете, своего рода, как создать себе какую-то почву, какую-то базу. Так, 11-й день. Друзья, общественная деятельность, покровители, новые технологии, исполнение мечты. Ну вот тут, допустим, падает 4 жезлов. Это провести какой-то праздник в кругу семьи. Опять же, поскольку это исполнение желания, возможно, для кого-то обретение недвижимости или переезд в новую недвижимость, или завершение ремонта, украшение дома. Это, я говорю, конкретно по той ситуации, которую я выложила. Не для конкретного человека, это вот просто, чтобы вам объяснить на пальцах, как дополнительные рекомендации, что вам нужно делать в течение этого дня. И получите благостный результат. Ну и вот, 12-й дом, внутренняя сторона жизни, тайны, уединение, туз жезлов. За счет эзотерических практик, медитации, массажа, отдыха, это взрастить настолько в себе энергетический потенциал, что из вас энергия будет плющить со всех сторон, как будто вы под какими-то транквилизаторами. Точнее, даже не транквилизаторами, а те вещества, которые способствуют активной бурной деятельности. Поэтому здесь это как воспользоваться этим советом, этой рекомендацией. Ну, каждый для себя выложит сам. То же самое вы можете проработать на оракуле, на рунах, на Ленорман, на чем вам угодно. С чем работаете, с чем легче всего, от чего идет информация. Берите себе на заметку, на вооружение. Пусть информация работает для вас во благо, будет вам во благо. Ну и, конечно же, исполнение каждому из вас вашей самой-самой заветной мечты. Если вы делали плакаты визуализации, пишите в комментариях, работают или не работают. Ссылку, напоминаю, что я оставлю, на то, как его грамотно делать. И если вы ставите себе целеполагание и прописываете себе в блокнотах, опять же, делитесь с целевой аудиторией, работает ли это у вас. Потому что очень часто многие это воспринимают как фарс, как какую-то детскую игрушку, либо бесполезную трату времени. Что ж, проверим. Я вас благодарю за внимание, с вами не прощаюсь и до новых видео.